Друзья, всем привет! Приветствую всех подписчиков моего канала и гостей моего канала я тоже приветствую. Я рад, что вы зашли на мой фудкорт. Не знаю, в какой день недели вы смотрите это видео, у меня сегодня четверг, и я решил приготовить вот такой рыбный супчик. Так сложилось, что последние почти 3 года я проживаю на маленьком острове в Средиземном море, и особого выбора рыбных продуктов у меня, конечно, не было. Здесь изобилие морепродуктов, поэтому я решил сегодня побаловать себя и своих близких вот таким вот рыбным супом. Я не знаю, как вы относитесь к рыбе. Здесь это очень распространенный продукт. Всевозможной морской рыбы и морских гадов в полном изобилии. Поэтому сегодня я покажу вам рецепт простой, незамысловатый, из вполне доступных продуктов, где бы вы ни проживали, и вы можете приготовить для себя вот такое удовольствие. Обязательно досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А я буду готовить. Итак, дорогие друзья, что нам потребуется для приготовления рыбного супа средиземноморского с морепродуктами? Но прежде всего это рыба. Для рыбного бульона, который будет в основе этого супа, я взял вот такие вот части лосося. Это головы, это вот такие вот поджаберные мясные части. Вот тут есть даже вот такие вот у меня косточки, вот такие вот. Вот при разделке лосося на филе вот это вот все остается, это будет прекрасный рыбный бульон. Значит, я возьму 2,5 литра воды и сварю рыбный бульон как основу этого супа. Значит, из морепродуктов это будут креветки. Вот такие они будут почищены, и головы, и панцири будут отправлены в бульон. Значит, мидии, ракушки, вот такие вот крупные такие, они были в заморозке. И вот такие вот лангустины. Я взял 4 штуки, супа будет на 4 хороших порции. Они будут в таком виде, вот прямо в супе, очень красиво смотреться. Из овощей, значит, это батат, значит, морковь свежая, порежу кубиками, помидоры черри половинками. И обжарю лук. Это лук-порей, такая белая часть. И это зеленый лучок, белые такие вот хвостики, которые я тоже порежу и обжарю. Для заправки супа паста из панцирей креветок. Готовят здесь такую пасту. Вот такая вот она. Ну, наверное, 2 столовых ложки. Панцири креветок вываривают и готовят вот такую вот пасту. Это больше из тайской кухни, но здесь на Средиземном море она тоже широко применяется. И для остроты это перечная паста. Можно добавить обычный перчик вот такой есть, но я добавлю вот такой перечной острой пасты. Ну и соль, сахар по вкусу, ну и лимон будет по вкусу. Вот с такого набора сейчас будем готовить рыбный супчик. 2,5 литра холодной воды. И теперь вот мы помещаем в холодную воду вот это вот все содержимое. И сейчас доводим до кипения на медленном огне минут 40, наверное, будем вываривать этот бульон и слегка подсолим. Пока закипает бульон, я буду снимать там пенку периодически. Я подготовлю овощи. Порежу лук, порежу батат, морковь, почищу креветки.
Ну вот и все. В ускоренном режиме для вас я все это порубил. Значит, батат, лук, морковь, кубиками, помидоры, четвертинками черри. Креветки я не стал снимать, как я их чищу, это такой себе процесс. Ну и лангустины. Вот это то, что мне будет необходимо для того, чтобы заполнить мой рыбный супчик. В процессе подготовки овощей мой бульончик закипел. Я снял пенку. На медленном огне он у меня подкипает. Пол столовой ложки соли, наверное, грамм 10. В конце приготовления, конечно же, я попробую суп на соль и при необходимости доведу соль до нужного вкуса. Теперь я добавлю в бульон панцири и головы от креветок, которые я предварительно чистил. Я их промыл, и теперь я добавляю бульон, чтобы получить дополнительный вкус, именно вкус креветки. Панцири креветок — это хитин. У меня есть хитиновая паста, я тоже буду ее добавлять, она концентрированная и дает такой яркий выраженный вкус морепродуктов. Пока на медленном огне вываривается рыбный бульон, я подготовлю овощи. Я проведу их предварительную обжарку. На разогретую сковороду добавил чуть-чуть растительного масла. Сначала обжариваю лук. Минут 5-7. До такого слегка золотистого цвета. Затем морковь и сразу батат. И еще минут 7-10, наверное. Чуть-чуть добавив растительного масла. Постоянно помешивая, довожу до полуготовности. Теперь хочу чуть-чуть такого разноцветного душистого перчика приправить всю эту овощную смесь. Как раз прошло минут 40, и мой рыбный бульон готов. Я взял вот такую кастрюлю, мелкое такое сито, 2 слоя марли. И теперь я солью рыбный бульон для того, чтобы мне получить чистый бульон. Я вываривал косточки, панцири от креветок, там мелкие такие есть тоже косточки. Бульон получился прекрасный, наваристый, такой яркий запах рыбный и запах морепродуктов уже. Теперь я это все отставлю, дам ему немножко остынуть и переберу косточки рыбные, отберу, там есть достаточно много мяса. Вот такой прекрасный рыбный бульон, примерно 2,5 литра у меня получилось. Я переместил бульон в кастрюлю, довел до кипения, и теперь я добавляю хитиновую пасту. Вот та паста, которую вываривают из панцирей креветок. 2 столовых ложки. И теперь я добавляю перечную пасту. Эта перечная паста, в принципе, есть в азиатских магазинах. Она достаточно острая, я взял пол столовой ложки. Если у вас нет такой пасты, вы можете использовать обычный свежестручковый острый красный перчик. Теперь я вношу предварительно обжаренный лук и овощи. Постоянно помешиваю, поддерживая средний огонь. Теперь я ношу помидоры, черри. Продолжаю помешивать. Добавлю зелень. Буквально 2 минуты.
теперь подача. Мне неоднократно приходилось пробовать аналогичный суп здесь, на острове, в разных ресторанчиках и кафе. Подают его в таких больших мисках. Очень много морепродуктов. Обязательно добавляют зелень. Вот такой вот лангустин. Очень красиво смотрится. Обязательно долька 2 лимона, который можно выдавить в суп по вкусу. И я добавил еще кусочек острого жгучего красного перчика. Но это на ваш вкус. Вот и все, дорогие друзья. Сегодня четверг, а рыбный суп готов. Для тех, кто понимает, что такое четверг и рыбный суп, то есть рыбный день, я думаю, что те усмехнулись. Ну а те, кто не знает, могу сказать, что когда-то в другой стране во всех столовых был такой день, четверг, когда подавались только рыбные блюда. Ну а мне, как ветерану Куликовской битвы, наверное, в этот день бы выдали бесплатный талончик за мой рыбный суп. Наслаждайтесь этим рецептом, друзья. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Оставайтесь на канале, будет много вкусного и интересного. До новых встреч, дорогие друзья. Не переключайтесь.